Всем привет. Записал ролик, но решил перезаписать, чуть-чуть улучшить качество звучания, чтобы те, кто заинтересуется, им было удобно меня слушать. Меня зовут Максим, я являюсь продукт менеджером, и на протяжении нескольких лет я со своим партнером вынашивал идею, которую мы только недавно начали реализовывать. Случилось так, что Павел Дуров в своих недавних обновлениях, ну как скажем, недавних, условно полгода-год назад он реализовал свою криптовалюту под названием Тон. Она работает на базе Тон Network. И уже относительно вообще недавно начался тотальный хайп на фоне Hamster Combat, разного рода тапалки, разного рода приложухи, которые очень сильно создают активность. Вот. И, соответственно, мы уже до момента этого хайпа работали над нашим цифровым продуктом, но дело в том, что на данный момент, как мне кажется, сошлись все шестеренки, чтобы как можно быстрее уже нам стартовать. За вот эти полгода мы реализовали такой продукт. Сейчас я вам про него кратко расскажу. Короче говоря, мы реализовали мини-апку, которая дает возможность приводить людей в свой телеграм-канал, используя реферальную систему. Человек, который приводит людей в этот канал, будет получать вознаграждение в тон. Тон, как я уже говорил, это телеграм-валюта. Вот. Начну с самого простого, самого меньшего. После того, когда реализовался тон, мы со своим партнером решили попробовать реализовать подобную идею, но, скажем так, не всегда удавалось ее валидировать, скажем так, потому что появлялись определенного рода проблемы, из-за которых мы не могли до конца пройтись по циклу юзера, чтобы продукт корректно работал. Но так как наше желание было сильнее разных блокеров, мы находили решение и в конце концов смогли замкнуть цикл. Тем самым мы создали MVP. Минимально способный продукт. Самое главное, что он уже выполняет свои задачи. Я вам бы этот продукт сейчас бы показал бы более обширно, но на данный момент разработчик занимается правками, из-за которых продукт пока некорректно работает. Но скоро это все будет исправлено. Что бы я хотел бы вам показать? Я тут набросал документацию в течение этого полугода. Если проходиться абстрактно, то при анализе рынка, в принципе, я не заметил абсолютно каких-либо сведений, чтобы упоминалась где-либо реферальная система. Обычно это тут работают либо телеграм-агенции, которые дают консультацию. Они дают своих CMM-менеджеров, которые будут создавать постики, анализировать статистику, предлагать улучшения. Это окей, это органическое, скажем так, это органический рост. Это тоже необходимо. Но глобально за вот эти 5-10 лет ничего не изменилось. Как вот типичная раскрутка. Либо ты кидаешь бюджет на рекламу, либо напрямую связываешься с администратором канала, либо через агенции, которые берут дополнительную накруточку. Либо, что типично для новосозданных каналов, это взаимопиар.
То есть вы договариваетесь, что канал публикует у себя ваш постик, а вы публикуете этого канала его постик. Ну, тут понятно. Наша идея заключается в том, что мы используем реферальную систему, но что подкидывает, скажем так, масло в огонь, так это контекст виральности этой идеи. Сейчас я хочу показать, как работает изначально наш продукт, а потом перейдем к виральному моменту. Итак, допустим, я являюсь администратором телеграм-канала. Я захожу в реферальный бот наш. Нажимаю старт. Дальше наш бот, соответственно, подтягивает нужную информацию к себе в базу. Это user ID, также другая информация. Затем администратор создает компанию. Указывает название компании. Цену за одного переведенного юзера в тон. Вот если мы сейчас так посмотрим. При создании компании мы указываем название. И мы указываем reward per user. Вознаграждение за юзера. Это можно указывать от 0,01 тонн до 0,5 тонн. Ну, это пока что у нас такие ограничения, которые в будущем могут быть пересмотрены. Затем бот, соответственно, создает реферальную кампанию. Затем настает процесс подключения бота. А, кстати, подключение бота я могу даже показать. Где-то у меня это было. Да. Так. Вот, я покажу гифку. А нет, лучше все-таки ролик показать. В общем, есть такое окошечко. Мы сначала добавляем этого бота в качестве администратора. Да, хочу подчеркнуть, что эта разработка действует для приватных каналов. Чтобы перевести канал на приватный, достаточно просто зайти в настройки канала и сделать этот тип приватным. Затем можно в любой момент его публичным сделать, после завершения кампании. Итак, мы добавляем нашего бота как администратора. Затем нам нужно ввести специальное сообщение в канал, его потом можно удалить. Это нужно для связки бота с каналом. И, соответственно, check connection. То есть, если все эти два условия выполнены, connect будет успешным. Ну и вот, собственно, что мы делаем. У нас есть example channel. Мы добавляем бота как администратора. Дальше высылаем специальное сообщение. Его потом можно... Вот после отправки его можно сразу удалить. То есть, чтобы подписчики там, их не путать. И, соответственно, check connection, все, бот is successfully connected. Все, бот подключен. Дальше уже идет процесс... давайте вернемся в схеме. Мы подконнектили бота дальше. Это пока не буду говорить дальше. Наша задача. Затем мы пополняем наш кошелек компании. Минимум мы можем пополнить на 1 тонн. Максимум пока каких-то ограничений нет. После того, когда мы пополняем компанию от 1 тонна, мы ее можем запустить. Что происходит после того, когда мы запускаем компанию? Мы получаем специальный линк. Сейчас я покажу. Линк будет идти по типу t.me invite a bot start join. Вот это сообщение, оно публикуется в канале, оно в пин, да, оно уже в пине стоит, что referral campaign launched, join our program and in reverse to invite your friends. Вот. Это я просто тестировал разные сообщения, чтобы сымитировать реальные, скажем так, реальные действия, да. Вот. После того, когда подписчик канала увидит это сообщение, он нажимает на эту ссылочку, окей, и получает реферальную ссылочку. Вот ему бот вот такое сообщение выбьет. Эту реферальную ссылочку он уже может отсылать своим друзьям, знакомым, коллегам, кому угодно.
По сути, тем людям, которым интересны похожие тематики. Он может это мониторить реферал дашборд, это понятно. Вот. И, собственно, цикл замыкается. После того, когда компания... После того, условно, смотрите, допустим, мы ввели цену за подписчика 0,1 тонн, пополняем компанию на 1 тонн. Когда 9 человек вступит по реферальной ссылочке, компания автоматически закрывается. Почему 9 человек, а не 10? Потому что 10% на данный момент мы решили, что комиссия нашей платформы будет 10%. Да? Например, если человек пополнил бюджет на 10 тонн, то 1 тонн забирает уже наша разработка, наш цифровой продукт. Вот. Мы пока остановились на вот этом проценте. Так, с этим понятно. Но что мне бы хотелось бы еще показать, скажем так, это как гипотеза, но я в нее как-то, скажем так, верю, потому что, в общем, сейчас покажу. Значит, когда мы запускаем нашу компанию, да, мы видим вот такую ссылочку. Условно, допустим, да, вот в этом канале есть 100 человек, допустим. Допустим, это очень супер условно. Из этих 100 человек, это мы берем просто самый такой мертвый, наверное, вариант. Из этих 100 человек 3 человека увидели, что они могут заработать, скажем так, даже не заработать, а получить вознаграждение за приведенных юзеров, потому что заработок это чуть-чуть другое. Знаете, заработок это как какой-то чувак использует майнинг фермы. Ну, грубо говоря, он создал себе 200 аккаунтов, он это будет приводить, он будет на этом зарабатывать. Но, конечно же, я это все предусмотрел, и эта тема будет уже чуть-чуть в других роликах. Вот. Допустим, человек один увидел... Сейчас я приближу. Человек один увидел ссылку на реферальную кампанию и решил получить вознаграждение в тонн. У этого человека условно есть 5 друзей, из которых 3 друга перешли по ссылке. Эти 3 друга перешли по ссылке, попали в канал, и один из них увидел, что он тоже может заработать. И этот друг 2 увидел ссылочку на реферальную кампанию и тоже решил получить вознаграждение в тонн. У этого друга 2 есть 7 друзей, 7 контактов, 7 знакомых и так далее и тому подобное. Из них 5 перешло по ссылочке, и из этих 5 3 заинтересовались возможностью заработать. А теперь представьте, сколько людей может быть охвачено таким образом. Потому что у этих 3 друзей, допустим, по 10 контактов. И в сумме тут уже получится 30 блоков, из которых кто-то не подпишется, кто-то перейдет, и кто-то тоже захочет заработать. И таким образом эту паутину можно расширять, прям очень широко. Также есть 2 человек, 3, у них тоже есть свои коннекты, схема будет примерно такой же. Вот. Сейчас, я не знаю, смогу ли я скопировать вот так. Условно это, если я вот так сделаю. Так, удалю. Да. Вот. Человек 2. Там 3, 4, 5, 6 человек заинтересуются. И, в общем, это основной посыл в том, что схема будет расширяться, и блоков будет становиться все больше. Таким образом, за счет реферальной системы в контексте виральности продукт приобретает, скажем так, огромное распространение среди заинтересованных людей получить реворды. Вот. Это вот такая гипотеза, в которую я верю. Так, что еще могу интересного показать? Я проводил анализ рынка. Я понимал, что такого в принципе нету. Обычно это либо агенции, либо органическое продвижение. Это тоже правильно, это хорошо.
но у нас другой инструмент. Конкурентов особо нету, есть один конкурент, но его реализация не на 100% сделана, его реализация не включает Tone Network, это просто похожий бот, но, скажем так, на 40% реализованный. Анализ рынка, это я анализировал агенции, ни в одной из агенций не было реферальной системы интегрированной. Это боты, которые я анализировал, очень мало информации. В агенциях ни у одной из агенций нет реферальной системы. Ну, они как бы... Там в основном, возможно, есть виральный контекст. Они создают giveaway, они создают airdropы, но это не то. Это не то, потому что люди подписываются, если они не получают своего вознаграждения, то они, соответственно, отписываются. Да, по поводу отписок в нашем случае, опять же, это будет другая тема, это фильтры, это все возможно сделать, но, скажем так, обо всем по порядку. Так, пути, Ways to Promote Project, да, то есть пути нашего продвижения я пройдусь быстро, когда мы будем какой-то из путей использовать, я обязательно это запишу. Outreach это когда мы даем, когда мы, скажем так, находим 10 подопытных кроликов, да, скажем так, в грубой форме. Вот. Но я в шутку, конечно. Мы находим заинтересованных людей, это называется whitelist, лист ожидания. Затем они создают компанию, и мы свои же средства просто спонсируем их компании. И, скажем так, запускаем, отслеживаем результат, говорим спасибо, получаем от них фидбэк, проводим customer development. Мы можем создать определенное проблемное интервью, чтобы понимать, чего они хотят, потому что, например, я просто поверхностно прошел по фидбэкам, буквально пару человек затронул, они хотят минимизировать отписки, они хотят целевую аудиторию получить. Это окей, это правильно, мы это очень ценим. Вот. Это Outreach. Виральное — это то, что это если мы, скажем так, расширим нашу механику, если мы дадим возможность охватить сегмент, который хочет конкретно зарабатывать. Но, опять же, это очень тонкий вопрос. Хотим ли мы ухудшать наше качество продукта, либо мы найдем какие-то сбалансированные методы. Об этом, конечно же, потом. Сейчас мы об этом не думаем. Мы пока хотим охватить только администраторов каналов. Мы не хотим пока охватывать людей, которые хотят заработать, так как тут сильно упадет качество, скажем так, услуг. Partnerships — это партнерки, то есть этот инструмент может быть, он может использоваться теми же агенциями. Под какими условиями это уже посмотрим, это либо за какой-то процент, либо это будут платить средства, либо они захотят такой же продукт только для своей агенции реализовать. Ну, это, конечно же, это будет очень дорого. В общем, есть разные сценарии, но это все в планах. Если что-то будет, я запишу об этом ролик. Есть SEO. SEO — это у нас есть уже сайт, мы его подняли, он пока не до конца работает. SEO — это мы будем писать свои органические статьи, скажем так, это органический будет рост, это будет такой, знаете, такой рассказ истории, вот как я сейчас тут рассказываю, условно это может быть какой-то блог, как мы начали, показать нашу родмапу, то есть дорожную карту проекта, какие шаги мы предпринимаем, что мы планируем, что мы делаем, с какими сложностями мы сталкиваемся и так далее и тому подобное. Что мне также, кстати, понравилось, это то, что мы можем наш продукт цифровой, после того, когда мы реализуем MVP, когда мы пофиксим все баги, когда мы перейдем, кстати, с режима TestNet в режим MyNet, режим TestNet — это когда мы используем средства, но они нереальные, это тестовые средства, это сделано специально, чтобы мы могли проводить тестировать, скажем так, разные моменты. Вот, а MindNet — это уже когда мы наш проект переводим в режим боевой, то есть это когда уже оплата идет реальными средствами. Вот, и да, если ближе идти к конкретике, то один из путей мы хотим также залистать, добавить наш проект в Telegram Mini-Apps. Это получается, что у нас это получается такая же мини-апка, но
это мини-апка, в которой находятся все разработки, вот, у которых есть тон. Сейчас я покажу. Apps Center. Вот, такая у нас мини-апка. И вот есть разные приложения. Notcoin. Это игры, Play to Earn, да. Ранковые, лига какая-то, жетоны, Editor Choice, стейкинг, игры, утилиты есть разного рода, Web3 менеджмент. В общем, есть куча всего интересного. Таск-менеджеры. В общем, этот список этих мини-апок разбивается. Но, опять же, путь модерации нашего продукта в этот центр, я думаю, будет непростой. Но хотелось бы, скажем так, как минимум попробовать, да. Вот. Это, опять же, об этом чуть-чуть позже, пока это будет скоро, кстати, эта задача будет скоро уже двигаться. Да, вот он уже вверху стоит, скоро мы будем это все делать. Да, это, кстати, моя доска, это продукт development, это моя доска личная. Я, соответственно, набрасываю разные идеи, обсуждаю их с партнером, затем в туду я бросаю тикеты, которые буду обсуждать на митинге. Уже, соответственно, после этого оно двигается уже все дальше, дальше, дальше. Вот. Так. Хайп-маркетинг, ну, это гипотеза, даже внимания не стоит. Other Research, это как монетизировать телеграм-канал. Я смотрел, что там есть третьи стороны, как коллаборатор, это украинский сайт, то есть нужно регистрацию проходить, добавлять сайт в каталог, получать заказ от рекламодавца. То есть, ну, по сути, это как агенция, да, по сути, которая дает возможность, ну, я хочу там прорекламировать свою магазин одежды. Я просто добавляю свой пост, и мне подбираются каналы, где я могу его опубликовать. Ну, по сути, платишь деньги за то, чтобы твой пост опубликовали. То есть себя, скажем так, прорекламировать. Вот. Это создатели, это у нас Toncoin, за счет Toncoin. Сейчас уже, кстати, вышли Telegram Stars, и уже, по-моему, цикл замыкается. Мне нужно еще информацию получить от другого партнера, он это проверяет. Но об этом, опять же, потом. Способы продвижения Telegram-канала, то есть размещаем контент, ссылки в соцсетях. Ну, это такое, это всем понятно. Вот. Ну вот, собственно, то, что я хотел в этом ролике рассказать. В следующем ролике, скорее всего, я расскажу про то, как я реализовал User Guide на основе искусственного интеллекта. То есть, сейчас у меня есть Invite Guide Bot, за счет которого он общается со мной, и он мне рассказывает, как работает продукт. Например, как работает продукт. Он сейчас должен переключиться на соответствующий язык и рассказать мне эти моменты. Вот он мне отвечает. Для участниками за активность, интеграция, перейдите в это бот. Все работает, важно, часто канал. В общем, об этом чуть потом. Вот. И если будут еще какие-то интересные кейсы, я обязательно их упомяну. Так как проект сейчас, скажем так, он уже не на старте, он на каком-то, ну, я не знаю, процентов может 30 пока на своем пути, потому что все основное мы реализовали, но есть куча разных нюансов, которые нужно протестировать, которые нужно сделать. Но сейчас самое главное в рамках этого проекта это пофиксить блокеры. Блокеры — это такие события, которые не позволяют либо юзеру, либо администратору телеграм-канала совершать какие-то действия с цифровым продуктом. Вот. Ну вот, собственно, все, что я хотел пока рассказать. Вот. Думаю, дальше запишу еще какие-то интересные ролики. И также буду говорить про результаты этого проекта. Все. Всем спасибо. Спасибо, кто дослушал. И увидимся в следующих роликах. Хорошего дня.